Всем добрый день, мои дорогие подписчики. Ну что, смотрю интернет, читаю ваши комментарии и, честно говоря, расстраиваюсь. Поэтому тема сегодняшнего ролика – артроз – самое лучшее лекарство. Артроз – это, простыми словами, это разрушение вашего сустава, а именно разрушение хряща в вашем суставе. Перед началом данного ролика я не поленилась и в течение 1 минутки я нарисовала вот такой простой рисунок. Итак, я показываю на примере колена. Если еще кто не понял, да, это наше колено. Это у нас бедренная кость, большеберцовая кость. Ну и здесь такая маленькая, в принципе, да, малоберцовая, я ее тоже нарисовала. Итак, наше колено. Крестообразная связка, мениски. И также нарисовала это наше покрытие, хрящ, который покрывает наш сустав. Так вот, артроз – это разрушение, в первую очередь, вот этого покрытия нашей кости, вот этого хряща. Хрящ, он изначально мало кровоснабжен, очень маленькая, можно даже сказать, практически никакого кровоснабжения не поступает в хрящевую ткань. И также второе свойство, да, хряща, вторая особенность хряща как ткани, да, как структуры в нашем организме, это то, что хрящ, он очень мало иннервирован. То есть именно по этой причине, артроз, он, как правило, обнаруживается на более поздних стадиях, так как в начале разрушения сустава человек просто не чувствует, что у него разрушается хрящ, колено, сустав, потому что изначально хрящ у нас очень мало иннервирован и очень слабо кровоснабжен. Да. Понятно, да? То есть, смотрите, именно по этой причине, когда начинается разрушение нашего хряща, берем сейчас колено, да, потому что я нарисовала колено. Когда начинается разрушение вот этого хряща, то единственный способ его восстановить, не восстановить, но, как сказать, донести до него питательные элементы, чтобы замедлить разрушение, чтобы ему как-то помочь восстановиться хотя бы частично, по большей части это замедлить разрушение. Так вот, единственный способ – это питание вот этого хряща при помощи синовиальной жидкости. Питательные вещества подходят к нашей структуре, как правило, да, с потоком, с кровоснабжением, но в случае хряща это невозможно, так как кровоснабжения практически нет на нашем хряще. Поэтому единственный способ остановить его разрушение – это синовиальная жидкость. То есть это движение синовиальной жидкости внутри сустава. При артрозе, иными словами, при разрушении в первую очередь нашей хрящевой поверхности, наша задача, первостепенная задача – это питание нашего хряща. Это предотвращение дальнейшего разрушения. То есть то, что уже разрушилось, мы не восстановим. Да? Я вам скажу прямо, открыто и честно. Если вам кто-то говорит, что можно восстановить то, что разрушилось, это не так. Вы можете предотвратить дальнейшее разрушение вашего сустава. А вот дальнейшее разрушение нашего сустава, исходя из всего того, что я сказала выше, можно добиться, да, только при помощи питания со стороны синовиальной жидкости. То есть, смотрите, у нас сустав, да, соединение двух костей, 2 и более костей. Колено, соединение костей, хрящевая поверхность, да, затем, там сухожилия, связки, да, внутри получается, да, крестообразная, мениски, да, и потом все это обволакивается у нас в сустав, в суставную сумку,
на нее накладываются уже там связки, сухожилия, мышцы и кожа, да. Так вот, когда мы говорим о суставе, вот внутри вот эта суставная сумка, в каждом суставе циркулирует синовиальная жидкость. Вот эта жидкость, которая питает, цель которой это питание нашего сустава. Сама по себе синовиальная жидкость, она очень туготекучая, если так можно сказать, да, то есть она малоподвижная. Так вот, чтобы увеличить ее подвижность, чтобы увеличить движение вот этой синовиальной жидкости, чтобы она питала наши структуры, чтобы она питала нашу хрящевую поверхность, чтобы она предотвращала разрушение дальнейшее нашего сустава, нашего хряща, единственный способ это сделать – это движение в вашем суставе. Это движение, это упражнение, это упражнение. Поэтому, мои дорогие, единственный способ улучшить свое состояние, предотвратить дальнейшее разрушение вашего сустава в случае артроза, самое лучшее лекарство, которое существует, это комплекс упражнений, которые вы можете выполнять ежедневно на постоянной основе в течение 20-30 минут. Желательно в первой половине дня, а вообще идеально, если это будет после пробуждения. Все самые лучшие комплексы, которые вы можете найти, они находятся у меня на канале в папочке «Артроз». В плейлисте «Артроз». Не поленитесь, загляните туда, выберите себе комплекс упражнений, и это будет ваше самое лучшее лекарство, чтобы предотвратить ваше дальнейшее разрушение сустава. Все, на этом все. Прощаюсь с вами. Очень надеюсь, что я выразилась коротко и ясно. Ну, может, не совсем коротко, но надеюсь, что ясно. Все, прощаюсь с вами. Здоровья вам и до следующих роликов. Всем пока-пока.